Всем привет, меня зовут Виктор, и сегодня я хочу поделиться с вами своими настройками мира с зомбями-бегунами в игре Project Zomboid. Ну и, собственно, поехали. Одиночная песочница. Льюисвиль. Точка телепорта и вообще появление в Льюисвилле задается через моды. Список модов будет в описании. Если будет кому интересно, посмотрите. Итак, собственно, настройки мира. Популяция. Ничего не менял. Так, пардон. Да, популяция ничего не менял. Время я увеличил день в 2 раза. Ну и пораньше сделал стартовый месяц, чтобы побольше было лета. Просто личные предпочтения. Отключение воды, электричества сразу. Сигнализации очень часто, потому что это фишка данных настроек мира. Скорость порчи продуктов медленно и эффективность холодильника высокая, чтобы меньше заморачиваться с едой. Потому что я люблю готовить из разных продуктов, а консервы, можно есть консервы, но в общем это все как бы для удобства, если захотите. Респаун предметов каждые 2 месяца, больше просто сделать нельзя, но если вы сможете хотя бы 2 месяца прожить, то будет здорово. Темнота ночью, нулевая видимость. Можно поменять на что-нибудь другое, но в принципе, да, как хотите. Количество топлива на заправках бесконечно, но это тоже для удобства. Так, здесь я ничего не менял. Частота событий все очень часто. Включая вертолет. Есть такой прикол с вертолетом. Напоминаю, что у нас зомби будут бегать. И этот вертолет будет таргетить, соответственно, толпу. Но когда вертолет улетает, соответственно, эта толпа убегает за ним, и вам проще бегать по городу. Поэтому может показаться, что вертолет часто это плохо, но на самом деле вертолет часто это даже плюс. Также, когда у вас стоит вертолет, допустим, 1 раз по классике, то он у вас летает очень долго. А когда у вас стоит часто, он прилетает раз в неделю, но улетает он довольно быстро. Соответственно, если вы слышите, что там летит вертолет, быстренько забежали в здание, перекантовались там пару часиков, и он всех зомби с округи просто уводит в сторону. Можно сказать, что это халява. Поэтому я добавил события, чтобы особо не расслаблялись. Так, собственно, события. Потребление топлива генератором сделал поменьше, чтобы меньше бегать с этими канистрами, как дурак. Убежище — это уникальные, получается, события, как выжившие из кучи алкоголя, застрелившиеся и прочие. Шанс найти автоаварию часто. Я пробовал делать очень часто, но тогда проехать практически невозможно, все завалено этими машинами, все проходы. Часто в самый раз. Зачем вообще я это делал? Чтобы можно было взять автомобиль с аварией, там, допустим, подлатать немножко, и использовать в качестве заграждения или баррикады такой, чтобы зомби не могли залезть в окна, двери. Зачем это нужно, вы поймете позже. Карты с метками я поставил никогда, потому что меня раздражает этот вечный мусор. Все равно ими никогда не пользуюсь. Влияние разлагающихся трупов большое. На самом деле, мне кажется, это довольно интересная фишка, потому что у вас персы начинают умирать от трупных газов. То есть, когда вы, допустим, долбите толпу зомбей, с бегунами это, конечно, интересный вопрос, забить толпу. Но когда у вас скапливается куча тел под ногами, она начинает гнить, вонять, и если вы продолжите в том же духе, то у вас перс заболеет, и от этого отравления трупными газами
и умрет. И вы его, я даже не знаю, честно говоря, как это вообще вылечить, потому что когда начинается легкая тошнота, достаточно убежать там в сторонку, там что-то отдышаться, ну, как-то это все, оно вроде уходит. Но если чуть промедлить, то потом все, здоровье начинает быстро улетать, и никакой едой вы его не восстановите. Уровень крови, море крови, ну это так, для фана. Количество предметов очень мало, можно было, конечно, чрезвычайно мало, но как бы, ну, и так сойдет. Как бы и так, как бы, достаточно, мне кажется. Множитель опыта 2.0, потому что я не люблю, когда перс должен сломать миллион каких-то баррикад, чтобы там что-то у него там на копейку прибавилось строительство. В принципе, не очень мало, не очень много, как раз я думаю 2.0 это как раз такая золотая серединка. Множитель опыта влияет на силу и фитнес, чтобы можно было побыстрее их прокачать, потому что у нас перс будет стартовать с нулем фитнеса, с нулем силы. Так, ну и в принципе мультиудар, ну я не знаю, если он вам поможет, потому что если 3 бегуна, это уже смерть, считаю. Вы от них не отмахаетесь. Вся одежда разблокирована, это чтобы были на старте открытые заячьи ушки для персонажа. Миникарту я не использую, ну если вам надо, пожалуйста, но я вообще никогда ее не пользуюсь. Открыть всю карту в начале игры я Льюисвиль очень плохо знаю, поэтому я использую этот пункт. Если вы уже прошарены, то как бы вам это как бы ни к чему. Транспорт. Тут тоже, что и автоаварии, машин много, чтобы можно было чаще использовать их в качестве баррикад. Машины выживших чуть-чуть побольше сделал шанс, чтобы, ну, чаще можно было найти нормальную машину, не поломанную. Хотя и так их там не так, чтобы и много было бы. Износ автомобиля сделал очень медленный, потому что меня напрягает каждый раз геморроиться с этими запчастями для двигателя. И сделал продолжительность сигнализацию короткую, потому что зомби бегают. И бегают со всей округи. Вот вы вскрываете машину, она за сигнализацией сработала, и привет. Если она будет дольше орать, то, соответственно, чем дольше орет, то тем больше зомби прибежит. А потом я не знаю, как вы будете оттуда выбираться. Собственно, поведение зомби. Скорость. Ну, бегают, это понятно. Сила нормальная. Да, что нормально, что слабые, как бы... Да, нормально, я думаю, нормально. Прочность хрупкие. Ну, как бы они так бегают. Если еще 3 часа их топтать или ковырять, это ну вообще какой-то ад. Заражение через кровь и слюну, то есть вас также могут кусать и также вас будут заражать. Летальность вируса отсутствует. Что это значит? Это значит, что когда вас укусят, вы заразитесь, вы будете болеть, тошнота, что там у нас дальше, лихорадка, соответствующие все вытекающие последствия из этого состояния персонажа. Но перс не умрет. Он просто будет болеть, и он вылечится. Но так как вас постоянно будут кусать, у вас постоянно персонаж будет болеть, и постоянно будет вот эта вот лихорадка, тошнота и все остальное прочее. Реанимация незамедлительная, это насколько быстро персонаж встанет в виде зомби, когда его загрызут. Ну, я так думаю. Так, разум, навигация плюс двери. Та-да-да-дам. Фишка, билда. Зомби могут открывать окна и двери. Это как и минус для тех, кто привык уже по заезженной схеме играть. Допустим, там открыл дверь, закрыл, одного впустил, запинал, и там еще одного впустил, запинал. Такая фишка больше не прокатит, теперь они сами откроют дверь и вас толпой запинают. И поэтому, как бы, но с другой стороны, это плюс. В чем выражается плюс? Во-первых, если
зомби в доме, у него ключи, он вам любезно откроет дверь. Вам не нужно будет где-то там вламывать ее топором или еще чем-нибудь. Если зомби полезет через окно, соответственно, он ради вас откроет окно. Вам не нужно будет его разбивать, резаться об эти стекла и привлекать, допустим, толпу откуда-то со стороны, потому что разбитые окна, как вы знаете, они привлекают зомби. Ну и есть еще такой нюанс, что зомби могут оказаться умнее вас, как это было в моем случае. Приведу пример. Я решил оборудовать такую точку, что есть сарай, у него есть окно, у него есть сзади дверь. Я открыл окно, хотел, чтобы они, зомби конкретно из ближайшей толпы, потихоньку я их хотел приманивать по паре человек, и чтобы они залезали в окно, пока они там перелезают, я их топчу, убиваю и все остальное прочее. Соответственно, приманиваю я, значит, 4 зомби, они за мной бегут. Я забегаю в это окно, залетаю, стою, жду, а они взяли, обошли этот сарай сзади, открыли дверь и толпой, короче, привет моему персонажу. Так что, если вы будете планировать подобные засады, я рекомендую запирать дверь. Вот конкретно вот с этой настройкой пригодится вот эта вот функция запереть дверь. Больше она никогда нигде не нужна была. Зомби проползают под машинами никогда, потому что, как я уже говорил, машины будут использоваться в качестве баррикад. Соответственно, мы можем поставить ее перед окном машину, и зомби уже не смогут открыть вам окно и залезть через него или через дверь, если у вас там стоит машина. Память нормальная. Если поставить короткое или отсутствует, то это какой-то кошмар. Я пробовал так играть. Ой, вы агрите зомби, потом забегаете за угол, ждете его, а он где-то там забаранился. С нормальной памятью вы будет гарантированно к вам забегать, и вы его спокойно будете убивать, и все отлично. Если память долгая, то это не нужно, потому что нафиг вам надо, чтобы, допустим, если согрелась толпа, чтобы она вас преследовала и преследовала без остановки. Зрение плохое, не обольщайтесь, зрение нифига не плохое, потому что зомби будут вас видеть за километром. Даже с плохим зрением. Это, короче, опция обман. Зомби вас увидят за километром. Слух нормальный, ну, чтобы зомби слышали сигнализации и бегали туда-сюда. Враждебность к окружению. Это чтобы они могли ломать двери и окна каких-то домов. Зомби-сигнализация, чтобы сигнализация активировалась на зомби. Ну и, соответственно, это все комбится, и получается вот такой прикол. Допустим, какой-то зомби выломал дверь, сработала сигнализация, со всей округи слетаются зомби на эту сигнализацию. По пути они бегут и выламывают там, допустим, двери и окна, или просто открывают, если у них есть ключи и так далее. Срабатывает новая сигнализация, вся вот эта вот орда, которая там собралась, она уже бежит в совершенно другое место, и так они без остановки бегают из конца в конец, потому что сигнализации срабатывают очень часто, и их очень много. И это, короче, вообще такой прикол, что просто анекдот. Веселье вам обеспечено. Нокаут, это с бегунами вообще не вариант. Повалить на землю, они вас и так втроем завалят, как бы, если еще с нокаутом, то тут как бы вообще без вариантов. Удар с-под забора, это чтобы вы могли хоть как-то спастись от этих бегунов, потому что, пока они перелезают, чтобы вы могли их убить. А если включен удар с-под забора, это просто финита ля комедия. Ой. Здесь я поставил, что некоторые зомби, которых даже если вы их убили, они все равно будут притворяться мертвыми. В чем фишка, я так и не понял, потому что вроде как все равно они не оживают. Может быть, мне не везло, но вроде как они должны оживать, некоторые зомби, если вы их не сожгете. Далее, расширенные настройки.
Популяцию я поставил вот такую 0,5, потому что если вы поставите меньше, соответственно, зомби что-то будет совсем мало, на мой взгляд, а если поставите больше, то их будет дофига, и так как это бегуны, то это будет грустно. А учитывая, что у зомби есть респаун, и они бесконечно респаунятся, то тут как бы такое себе. Бесконечная толпа, это как бы не очень. День пиковой популяции сразу же самый первый день. Незамедлительное появление. Численность собрания в группу 0, потому что, я уже говорил, если трое зомби будет в группе, все, вам хана. Если только вы не сможете как-то отбежать и там их как-то немножко раздербанить по одному, хотя бы до двоих. 2 это худо-бедно, как-то есть шанс спастись, 3 это шансов вообще нет никаких, ну во всяком случае в ближнем бою. Так что, соответственно, все, что ниже, оно как бы не работает, потому что они будут по одному. Далее пункты идут некоторые с модов. Так, здесь я поставил... Пункт выбрал, чтобы персонаж сбрасывал рюкзак во время тренировки. Ну, это чисто так для удобства, чтобы самому не каждый раз это не делать. Маленькое облегчение. Так, это для мода для готовки. Убавил появление продуктов. Но тут нету крайне мало, есть только очень мало, соответственно, ниже нельзя. Вот. Но оно соответствует тому появлению продуктов, которые у нас по умолчанию стоит вообще для мира. Ну и далее все, в принципе, больше я ничего не менял. Как бы вот. С настройками мира все, далее идут настройки персонажа. Персонажа настройки я много экспериментировал. Итак, на мой взгляд, есть всего 2 профессии нормальные из всех, как все остальные вообще мусор полный. Первая профессия — взломщик. Она хороша, если вы играете не с бегунами. Ну, в чем плюс? Вы можете сразу же взламывать автомобили и ими баррикадироваться. Но в то же время вы можете прочитать 2 книжки и там немножко подкачаться, и уже другой профессией точно так же взламывать автомобили. Но, опять же, он там вроде как повышенный шанс взломать окна. Ну, у рейнджера есть бонус получше. Это быстрее передвигается через лес. Потому что меня несколько раз спасала вот эта вот фишка, когда сагрил, допустим, зомби 10-15, там просто такая толпа на вас несется, а они бегут, летят, волоса и слюни назад, и тут уже, а так как они двери открывают, то за дверью вы не спрячетесь от них, соответственно, можно спрятаться через лес. Забегаете в лес, они там баранятся, а вы немножко быстрее. И вот за счет вот этой разницы в скорости вы уже можете как-то там сманеврировать, забежать за угол и спастись. Меня несколько раз такое спасало, так что, ну, как бы вот, как бы без вариантов получается. Все остальные профессии хрень. Далее, негодный. Это фитнес 0. Ну, фитнес можно прокачать, соответственно, негодный, оно уйдет. Очень худой. Этот перк гораздо лучше, чем очень толстый, потому что худеть гораздо дольше и труднее, чем набирать вес. Чтобы набрать вес, достаточно съесть там какие-нибудь хлопья, пачку сразу же, чтобы у вас там были 2 стрелочки вверх, повышение калорийности, значок. Вот на них ориентируйтесь и либо там съесть маргарина, пачку или масло, там бутылку, зачитать этой книжкой, чтобы не было несчастья, и все. И можете целый день тусоваться. У вас перс будет завален этими килокалориями. Вы наберете обычный вес буквально за неделю игрового времени. Перк халява. Слабый — это 0 силы. Сила качается, когда вы толкаете зомби, когда вы его сбиваете с ног и начинаете его топтать. Довольно-таки быстро. Плюс еще на тренировках. Шизофрения — это перк, который добавляется с модом. Великолепный перк, просто чудесный, потому что он добавляет слуховые, зрительные галлюцинации. Это и как будто кто-то стучит в окна, или как будто там вертолет может даже, если как галлюцинация сработать. Вот это, конечно, прикол.
Вы думаете, что там вертолет, но на самом деле его нет. Либо, особенно вот с частотой очень часто появление вертолета, весело это происходит. Либо может появиться какой-нибудь зомби, а так как они бегуны, соответственно, он может из-за угла выскочить, галлюцинация. Вы сразу же там словите пару инфарктов себе. Плюс, когда перс пугается, у него валятся вещи из рук. Высокая жажда, но не хватало очков, поэтому я ее взял. Клаустрофоб. Клаустрофоб такой перк, которым вроде как с непривычки сложно играть, но когда вы уже наловчитесь, как бы ничего такого страшного. Он со временем исчезает. То есть перк он остается, но персонаж перестает бояться. А в чем его главная особенность? Вы не сможете спать в кроватях просто так, потому что перс паникует в комнате, и, соответственно, пока он боится, он не может заснуть. Чтобы можно было заснуть, можно использовать, во-первых, алкоголь, глоток сделать, тогда паника убирается, и вы можете спать. Во-вторых, таблеты-блокаторы. Ну и если у вас ни алкоголя, ни бета-блокаторов нету, тогда вы можете... на крайний случай взять машину и перепарковать ее дверцей к стене и спать в машине. Короче, вот так. Ничего такого сверхтяжелого. А в будущем вы можете себе организовать базу где-нибудь в какой-нибудь ангаре или еще где, и тогда сможете спать спокойно, потому что там помещение большое и как бы без проблем. Эти два перка, там слабый иммунитет и желудок, это вообще халява, они ничего не делают. Близорукий убирается очками, соответственно, с ближайшего зомби выбиваете очки, и у вас уже нету этого близорукого. Бодрый, меньше спать. Турист, чтобы не болеть и не кашлять как дурак, потому что кругом бегуны, открывающие двери. Шустрый, чтобы по-шустрому перебирать карманы. Я вообще не знаю, как можно без него играть. Везучий. Кто-то его не берет, или там берут наоборот невезучего, потому что типа у него только плюс 10% шанс на редкий лут, который вроде есть этот шанс, вроде его нет, но как вы видите из расширенного описания, он влияет еще плюс на собирательство. Плюс 1 к радиус поиска, это на самом деле дофига. Плюс 1. Поэтому, и плюс еще шансы на тоже собирательство дополнительные на какие-то предметы. Так что я беру везучего всегда. Грациозно это чтобы издавать меньше шума, потому что слух как бы у них нормальный, и как бы это немножко, хоть как-то поможет вам. Не сагрить толпу, а допустим выцепить одного или двух бегунов из орды, если вам нужно орду перебить. Так, быстро обучаемый, это чтобы так вот закомбиться с опытом X2, и получается самое оно, короче. Организованный. Насколько я знаю, он повышает вместимость не только сумок, но еще всех шкафов, машин и прочего. Поэтому, если я ошибаюсь, можете поправить меня в комментариях. Но я его тоже всегда беру. Острый слух, чтобы вы могли увидеть, когда сзади подбегает к вам зомби. А он к вам подбежит, скорее всего, вы его не увидите. Но хоть на секунду, но среагировать получится. Либо просто, чтобы словить инфаркт, когда вас уже догонят. Ускоренное заживление — это просто, я считаю, must-have перк, потому его другие не берут, потому что они не играют с бегунами и открывающими двери. Этот перк, с ним вы быстрее, получается, у вас будет проходить тошнота и лихорадка, и все остальные негативные вот эти вот последствия от укусов, потому что кусать вас будут и грызть часто. И чаще будут заживать рваные всякие раны и прочее. Потому что, повторяюсь, кусать и грызть вас будут часто. Толстая кожа я взял, чтобы меньше рвалась одежда, потому что вы будете бежать через кусты постоянно. А тут, как видите, 1/13 шанс, что одежда повредят деревья. И, собственно, вот и получается у нас сила 0, фитнес 0. И вот так вот строительство, собирательство, звероловство, трали-вали. На случай, если вы не захотите играть с шизофренией, или вы вообще без модов играете, то можете вот ее убрать, и у вас не хватает 1 очка. Вы можете взять, не любит книги, вот так вот. Просто, да, у вас будет
одно очко лишнее, ну и фиг с ним. Ну, я играю шизофренией. Так как этот перк, он как бы чисто для фана у меня, поэтому я считаю нечестно вот эти 6 очков использовать, поэтому они как бы вот у меня висят. Ну, это как бы мой маленький бзик, так что вы можете их использовать как хотите. Можете вон высокую жажду убрать. Так вот. Все идеально. Перс идеал просто. Ну и как бы на этом все. Вот такие пироги. Вот такой вот у меня персонаж с моими модами. В будущем, если я смогу наконец-то освободить место на жестком диске, возможно, даже я сниму геймплей, как с этим всем играется, как это вообще в итоге после моего большого огромного опыта с вот этими бегунами, открывающими двери, как это все выглядит. Ну а пока на этом все. Всем счастья, здоровья и пока.